Привет всем подписчикам и просто зрителям моего канала. Меня зовут Александра, я из Нидерландов, из такого города, как Тилбург, это на юге страны. И сегодня в своем видео я хотела бы взять такое небольшое интервью. Я не могу ходить. Пожалуйста, No, you're doing weird stuff. И сейчас тикаем. Да, вот так и живем, дорогие мои друзья. Так еще раз, окей? Привет всем подписчикам и просто зрителям моего канала. Меня зовут Александра, я из Нидерландов, из такого города, как Тилбург, это на юге страны. И сегодня мое видео будет таким небольшим интервью с моим супругом. Это мой супруг, его зовут Джереми. Я буду задавать ему всякие интересные вопросы, которые могут быть вам потенциально интересны. А он нам будет рассказывать, что он по всему этому поводу думает. Ну что, передавай всем привет, say hi to everyone. Hello. So, we're happy to see you. You can say it actually. I know you can say привет. Right? Yeah, привет. Yeah. И поэтому сейчас мне чуть будет сложно с вами общаться, потому что я разговариваю с ним на английском, а с вами буду разговаривать по-русски, да, поэтому могут быть такие небольшие лингвистические заминочки. Но вот в этом, собственно говоря, нет ничего особенного. Ну так что, давайте зададим первый вопрос моему супругу. Как же ему чувствуется, как ему живется с русской женой? Сейчас я у него спрошу, а вы узнаете. So, how do you feel about having a Russian wife? По всей видимости, это очень смешно. Очень весело. It takes a long time. Such an easy question to start with. It's nice. Он сказал, это nice, so, наверное, сказал nice, ну, мило, хорошо, ему, по всей видимости, нравится. What do you like or dislike about being like married to a Russian person? I mean, is it like anything, something is like difficult or easy, like when you're married to someone, like from a completely different culture, especially from a Russian culture? Is there anything you dislike in our marriage because I'm from Russia, or something you like particularly in our marriage because you're from Russia? Я спрашиваю, что ему нравится такое особенное, да, в нашем браке, потому что я из России, потому что я русский, или что-то не нравится, просто на том основании, да, что я представитель русской культуры. No, I like all the bit more emotional compared to Dutch. And cultural is pretty interesting. I didn't know much of Russian culture before I met you. Yeah. Он говорит, что ему нравится больше такой эмоциональный компонент русской культуры, который есть именно у нас, да, в России, и что он узнал гораздо больше о русской культуре, чем он знал до того, как мы встретились. Может быть, кто-то из вас не знает, но на Западе, на самом деле, не так много знают, да, российской культуры. Большинство это, в общем-то, такие вещи, как бы это сказать правильно, из голливудских фильмов, да, где такие русские гангстеры and stuff like that, from like Hollywood movies, right? Like most of the information the Western people have. I guess, yeah. Да, он говорит, что, скорее всего, большая часть именно вот таких вот моментов. Может быть, такой будет банальный вопрос, но я сейчас спрошу у супруга, какую же еду он любит. What kind of Russian food do you like? Русскую еду, естественно. Like, from what I'm cooking, из того, что я, естественно, готовлю дома. Okay, that is пирожки. Пирожки. It's better if you look at the camera. I know you're thinking. Пирожки. Аладдин. Оладьи. Он называет их оладьин. Мы очень долго по этому поводу смеялись. Вот, да, оладьи такие. Ну, наши оладьи, которые мы готовим на кефире разные. Борщ? Да, борщ. Борщ. Многие говорят, что это украинская еда. Ну, возможно, и украинская. Я думаю, что каждая, в общем, культура может себе как сказать, присвоить себе, сказать, что это наша, да. Ну, в общем, такая, да, славянская еда. And the salad, you put the kvass in. What was it called? Это крошка? Крошка. Окрошка, да. Представляете, мой муж ест окрошку. Это вообще, на самом деле, просто мега крутая вещь, потому что, мне кажется, как бы у нас многие русские, да, не любят есть это с квасом, это же вообще просто жесть, да, какой-то салат с квасом. Он до сих пор называет его салат со сладкой водой. Ну, в этом что-то есть, действительно, мне кажется, это так. Что бы еще я хотела спросить у своего мужа?
Вот, что он думал по поводу России до приезда в Россию, и что же он стал думать после того, как он уже там побывал, как вообще изменилось его ощущение, мнение. Сейчас его спрошу, будет интересно услышать. Кстати, сразу скажу, мой супруг интроверт, он не любитель сидеть перед камерой. Just think introverts do not really love to sit on the camera, so you're not really super talkative guy or anything like that. Поэтому мой супруг интроверт, поэтому он немного болтает, но что-то мы из него таки вынем. Ну, он как бы в семье больше общительный, но и в семье он не любит болтать. Болтаю в семье я, как вы знаете, так что даже мне пришлось завести свой YouTube-канал. Ну так что, yeah, I want to ask you a question, like, how did you feel, like, what did you think about Russia before you came to Russia for the first time? And what do you think now as a person who has been to Russia, like, how many times? Like 5 at least or something? Like, To be honest, I had no clue what to expect, basically. Like, nothing. Yeah. And in the end, I was like pleasantly amazed. It was like nice city in Moscow. Yeah, I agree. Technologically more advanced than wherever I come from, basically. So. Он говорит, что он абсолютно не знал вообще, что ожидать, когда он ехал в Россию, что у него не было никаких таких специфических представлений, вот, но говорит, что был очень гораздо удивлен, что очень красивый город, и, в общем, технологически такой продвинутый, даже гораздо больше, да, чем, например, наш маленький Тилбург, вот, ну, я не знаю, что конкретно он имеет в виду. What did you mean when you said, like, technologically advanced, like, what's that? Basically mostly the metro system, I think. You think it's very much like technologically? Because you've been to Japan. It works compared to a Dutch version. Really? Yes, I can compare it more with Tokyo than I compare it with, let's say, Amsterdam or something like that. Oh, okay. Ему очень понравилось метро, он говорит, что классно организовано, потому что у меня еще супруг несколько раз был в Японии, да, я просила по поводу Токио, он сказал, что да, он может сравнить систему московского метро примерно вот с Токио, да, что, в общем, но гораздо лучше, например, даже, чем в Амстердаме. Но это его такие собственные впечатления. Вот. And what do you think now, like after when you already had been to Russia, like how do you see it? Like has anything changed or what was your perception? Я спрашиваю, как он сейчас думает по поводу России после его уже поездок. I mean before I didn't know anything and after that I actually been there. Yeah. No, from I have no clue to actual image. Yeah, but now what's your image now? Я спрашиваю, какая у него сейчас картинка? Decent place, a nice place to visit. Yeah. Yeah, but what else? Like, is it like, I don't know, like, what about people and stuff? Oh, people. Я спрашиваю про русских людей, возможно, потому что такие общие вопросы задаю, он такой, ну, как интересное место, чтобы поехать. Мне просто интересно чуть глубже копнуть. Well, I didn't know anything before. Is there like any difference between like Russian people and Dutch people? Like, what would be? Dutch people more easily smile in your, well, you meet them, say hi, whatever. Yeah, Russians generally say, well, nothing. Yeah, they have don't this... smile at you. For example, sitting in the metro, I remember like everybody just doesn't look at you as busy with whatever and stuff. Doesn't smile at you, doesn't laugh at you or anything. And if you sit in a Dutch train, people generally like give you one smile, say one hi, and that's it, I think. Yeah. Он говорит, что, ну, мне кажется, это такая достаточно такая, как бы сказать-то, типичная картина, которую люди замечают, да, что, в общем, в Москве в метро никто обычно не улыбается, каждый, в общем, находится в какой-то своей параллельной реальности, в чем-то там себе думает, что в голландском метро это такое некое более социальное явление, и как бы, ну, то есть если люди сталкиваются взглядом, да, они как бы улыбаются друг другу, и, в общем, это как-то все живее, что ли, происходит. And what about like the personal relationship? Like when you get to know Russian people, do they change? И говорю, как по поводу вот ситуации, когда ты уже узнаешь более русских людей, они как-то меняются, они открываются или? Well, the only people I really know close by, of course, basically is like your parents. Yeah. Well, I never go away from your mom not being fat. Yeah. And is there something strange for you, something weird? Yes, in Dutch I'm not really used to it. You get like a cookie or whatever, tea, and that's it. And your mom always makes hot food. Yeah. It's kind of nice. Я спросила, насколько меняется его, да, поменялось его отношение,
ну, да, после того, как он там уже посетил Россию, и, естественно, спросила, вот, когда ты узнаешь русских людей чуть поближе, не просто вот в метро. Я говорю, как ты вот, да, какие они становятся. Ну, как мне супруга говорит, естественно, у меня нет такого большого опыта встречи там разных других людей, да, то есть знакомства, так говорить, из такой публичной сферы в личную. Он говорит, ну, например, если говорить там о моей маме, да, там, моей семье, моих родителях, те, кого он знает близко, он говорит, что никогда в жизни невозможно уйти там от моей мамы, там, будучи не накормленным, да, что всегда есть какая-то еда горячая, что-то всегда угощают, всегда, в общем, кормят, и это так необычно, потому что в Нидерландах, ну, тебе дают просто что-то попить и максимум вот там, не знаю, какую-то печеньку, например, это вот, собственно говоря, все. Вот, так что вот так. Следующий вопрос, который я хотела бы задать. Мне кажется, я уже многое что спросила. It's an interesting question. Like, do you have something we look completely different at, just based on the fact that you are Dutch and I'm Russian? Like things that we can't really agree upon, or like, I don't know, like we fit each other. Yeah, like, or something things we look at differently just because we're from different cultures. So now marriage, like, because we're coming from different cultures. I don't think there's anything. Pretty much both adapted. Yeah, I also think so. We never really I had was thinking about like maybe like food. Dutch have dinner times at 6 and you have dinner time whenever you're hungry, basically. Yeah. Or just have a heavy lunch, and Dutch is a light lunch. Yeah. But quite like to have a hot lunch that's a bit more, basically. Yeah. И я спросила, есть ли какие-то вещи, на которые мы смотрим по-разному, просто на том основании, что он из там голландец, а я, например, русская. Муж подумал, сказал, что, по-моему, нет. По-моему, мы на все примерно смотрим одинаково, и да, по-моему, мы на все просто примерно смотрим одинаково, поэтому, наверное, мы женаты уже несколько лет, и, в общем, все как-то хорошо и гладко. Вот, он сказал, что, наверное, разница единственная, что у нас такая вот, да, что голландцы едят в 6 горячий ужин, вот, а мы, соответственно, в России как проголодаемся, не более того. Вот, а как бы в остальном, ну, очень даже как бы все примерно одинаково, никаких культурных различий, каких-то вот кардинальных разных взглядов на одни и те же ситуации, как бы, ну, он не может припомнить, и я тоже не могу припомнить. И, наверное, еще такой последний вопрос хочу задать своему супругу, где бы он хотел побывать, может, можно в каких-то других... Фунтик. Это наш кот, который постоянно хочет открыть дверь. Хотел бы побывать в каких-то других городах русских или деревнях, или что им вообще интересно, чтобы он еще хотел получить, да, как некий experience из русской культуры. Yeah, I have a last question. Like, would you want to travel more in Russia? And which places would you like to visit and to see? And what of the Russian culture would you want to still experience what you haven't been experiencing by now? Well, first thing is travel with train, which we haven't done that much. Yeah. But really go to like travel the Russian countryside. Have all this food I've heard about while in the train, what everybody has. Just experience that. But also places maybe like I don't know, like Sochi I've heard a lot about. I was even thinking about Crimea or something like that. A lot of nice places to visit, basically. Yeah. Russia is pretty big, so you have a lot What about villages? I also want to show you that where I spent my childhood, right? Yes, also want to visit that, yes. Мне как раз спросил, он сказал, что ему хотелось бы больше попутешествовать на поезде, потому что у нас не было такого еще большого достаточно опыта путешествий именно вот, да, на поезде, такие длительные поездки. Он видел все мои эти рассказы, когда у нас в России люди берут... Мы кидали в него подушки. Это тоже не помогает, он все равно вышел. Вот. Он сказал, что очень бы хотелось ему попутешествовать на поезде, посмотреть, как вот все вместе сидят в этих вот там купе, я не знаю, есть еще это, нет традиции или нет, но моего детства, когда все раскладывают эту сумасшедшую еду, там, жареную курицу и все прочим, делятся этой едой, общаются с попутчиками, он очень был под впечатлением всех этих историй моих, которые я постоянно рассказывала, вот, и... Да, и вот такая вот история. Сказал, что еще хотелось бы, конечно, такие места, типа как Сочи или Крым, например, да, ну, поскольку, естественно, это очень красивая природа и все прочее. Вот, и я думаю, что у нас еще предоставится такой шанс. В общем, много рассказываем о своем детстве, как это все происходит в деревне, весь этот отдых, какие-то такие теплые воспоминания раннего
детства и такой прям, или даже еще такого подросткового периода, больше детства, конечно. Вот, так что такое мне получилось интервью. I said like this is about the end, this is what I was want to ask you with all these questions, so don't really pay attention, like, because my husband is not a camera person. I'm not sure if he'll ever agree to do this second time. Yeah, but that's not what I wanted to say. I want to say that to you. Опять у нас такая смешная заминка, я пыталась с вами говорить на английском, потом поняла, что канал-то у меня русский, и нужно говорить на русском. Поэтому я хочу сказать, что у меня супруг не человек там, не публичный, не которому интересны все эти поболтушки, это вся моя история, я просто его очень сильно на это так подбила и попросила его, собственно говоря, поучаствовать и рассказать, и поделиться своими впечатлениями, ответить на мои кое-какие вопросы. Если вам, кстати, что-то будет интересно узнать у него, я, кстати, часто вам говорю, что мой супруг программист, если интересны какие-то вопросы, может, связанные с работой, что-то такое, что я могу у него спросить, может, вам будет полезно, возможно, вы хотите переезжать в Нидерланды, да, I'm just saying, like, usually some of my subscribers are planning, for instance, like, relocating to the Netherlands, and they may, perhaps they have some questions regarding, like, programming, like not really how to do it, but I mean like where it's easy to find a job, where I should look at it, or some kind of question you connect to your profession. Maybe I can ask you and just give them information where they can do it. Not an easy question, I have to say. Oh, so. Yeah, but still, like, you know, they can have like a, you know, there's like, oh, where I can search for a job, like which website do you usually use, for instance, you know, there's general questions. You know, I can always, you know, ask you and tell them about it. Yeah, I'm just saying. Сказала только что супруга о том, что, собственно говоря, если есть вопросы, связанные там с программированием, с переездом, да, где там поискать работу, ну, какие-то такие мелочи, да, естественно, не какой-то там мастер-класс или что-то такое, какие-то просто мелочи, то можете мне задавать, я у своего супруга буду спрашивать, и, собственно говоря, вот такие вот дела. На этом, пожалуй, мы закончим. Пишите свои комментарии, задавайте большее количество вопросов. Если что-то, я всегда готова отвечать, и они становятся темами моих новых видео. Не забывайте делиться моим видео также своими друзьями в социальных сетях, делиться, возможно, не знаю, с друзьями, с близкими, со всем, с кем вы можете поделиться. Я это очень-очень ценю. Не забывайте подписываться, ставить лайки. И если есть какие-то вопросы, задавайте. Я всегда рада либо просто вам ответить, либо они станут темой новых видео на моем канале. Так что, приятно было для вас это видео записывать. И пока-пока. Пока-пока.